Ik kan me niet voorstellen dat mensen vrijwillig in Moermansk zijn gaan wonen. De stad ligt boven de Poolcirkel. De helft van het jaar is het donker. En alleen in juni ligt er geen sneeuw. En toch wonen er mensen. Mariniers voornamelijk. Moermansk is de basis van een van de 3 vloten van Rusland. Nog steeds is de stad voor een deel gesloten voor buitenlanders, maar ook voor Russen. Voor de kust van Moermansk zonk de Koersk-onderzeeër in 2000. Bijzondere vorm voor een monument. Dit is het gedeelte van de onderzeeër die als eerste naar boven komt als de onderzeeër boven water komt. Dit is dus een fragment van die Koersk. Oh god. Dit is een lijst met onderzeeboten die zijn gezonken. Iedereen ging natuurlijk dood. En dit is een lijst met ongelukken waarbij matrozen zijn doodgegaan. Dan zie je dat na die koers gaat het gewoon door, hè? 2004, Stille Oceaan, 1 dode. 2008, ook weer de Stille Oceaan, 20 doden. А раньше все это в секрет, мы об этом раньше и знать не знали. Не знали? Абсолютно. Да? Вот только московский комсомолец, по-моему, мы, в общем-то, раньше мало информации было об этом. Ну, старались почему-то это все, что у нас все хорошо. Ну, Советский Союз, что вы хотите. Вы специально сюда приехали, чтобы видеть памятник? Ну или... да, его вот поставили недавно, и мы решили посмотреть. Ну, все-таки. А вы помните это время, когда были эти новости о Курске? Да, конечно. Много говорили. Это был как шок? Вы были в шоке или? Ну а как же, такая подводная лодка и такое несчастье, это просто... Здесь, ну, короче, с Воркуты парень. Да. Они жили вот где подводная лодка Курск. Он на заводе работал, парняшка. Аникеев Роман Владимирович. Сейчас пойду в музей, сказали посмотреть. А он служил в... Он погиб там, он написан там в книге вот здесь, в этой. А что вы думали? И сразу о чем мне думать? Они позвонили друг другу, мать и моя жена и его мать. Позвонили и все. Что делать? Плакали. А вы сразу думали, наверное... Ну, когда начали поднимать, думали, хоть останется кто-то. Да ну, разве такой взрыв? Что-то может остаться. Koersk-tragedie in 2000 was een beetje de eerste test van president Poetin. Ik kan me nog herinneren dat er in een persconferentie hem werd gevraagd wat is er nou eigenlijk gebeurd met die Koersk. En zijn enige commentaar was, hij zonk. We hebben nu een gesprek hier met een moeder die een zoon verloor op die onderzeeër. En ik ben benieuwd wat zij van dat commentaar vindt. Ну, будем так говорить, это реликвия домашняя наша. Оставили ребятам. И выпускался он в этом. Угу. И вот здесь фуражка еще есть его. Ой, отцепилась. Вот фуражка его, парадная фуражка.
Вот это от него осталось. И мы не стали никуда отдавать. Думаем, пусть ребята, малыши посмотрят, потом вырастут большие. И кортик, чтобы они видели. Вот это вот его реликвия наша теперь семейная будет. А когда он был мальчик, он уже хотел стать Да. офицером, да? Да. Ну, как... Он говорил, что он будет служить. Вот, потому что старший брат служил, учился, и я буду, говорит, учиться. Вот, и буду офицером. Вот это его. Теперь вот значок, что он закончил этот высшее военное училище. Галстук его здесь. Вот это можно убрать? Мы оставили дома. Очень тяжело, что ребята наши могли бы, конечно, жить, долго жить могли. На следующий год будет 10 лет. Вот мы сейчас готовимся к десятилетию. Траурная такая дата у нас. Весь наш экипаж, как у нас Курдин говорил, экипаж номер 2, это все родственники. Афган был, Афганистан, Чечня была, Осетия, там Это явно. даже, да, Это было как-то тут рядом, видно, страшно было. А море под водой, какой страх? Там ничего вроде как. И он всегда приходил спокойно оттуда, ничего никогда не пугался, не жаловался, там что-то там тяжело. Ну, тяжело служить, конечно. Это всем тяжело, на каком только, где бы только не были. Они везде же очень трудно ребятам. Просто говорил, чтобы он не ходил, служил. Успокойся. Я переживал сильно. Тихо, успокойся. Просто так получилось, что ему было плохо. Он это... Сразу... Как узнали, вот в понедельник, 12 это суббота была, 13 воскресенье, 14 ему было плохо. Да. Вот, и его в больницу, а мы с дочкой уехали. А он оставался здесь. Так что в первые дни мы с ним не были вместе. Не были вместе. А потом уже, когда вернулись, все это время были все вместе всегда. А что был диагноз в больнице? У него инфаркт был, 2 инфаркта. Потом инсульт был. Поэтому немножко он сейчас и плохо ходит, и плохо говорит. Сразу после этих случаев Да. Курск? Да, после всех этих событий. Вот Дудко, Свечкарев, Борисов, Ярасов. Ну, все равно как это. Когда подумаешь, что он мог жить. В этом году ему уже 35 лет было бы. Вернее, в 2010-м 35 лет бы уже было. Вот. Даже теперь парень умница был, он ушел. Какой отсек? 2-й, 3-й отсек. Я говорила же, что Старший лейтенант. в ходе осмотра 2-3 отсека в период с 27 октября 2001 года до 9 февраля 2002 года обнаружены и извлечены тела или фрагменты 59 погибших, и в их числе был Андрей. Вот. Старший лейтенант Андрей Панарин. Вот. Нам здесь есть здесь строчка, что мой сын погиб в первые секунды от угарного газа. Он погиб, мой сын. Ну, многие здесь ребята. Поэтому сказать, что здесь мы не знаем, я учительница, он шофер, поэтому в этих делах мы не очень разбираемся. Нам сказали, что все, и мы. Не сказать, что успокоились? Нет, конечно. Может, когда-нибудь всплывет настоящая правда, кто знает. Поэтому я не могу с уверенностью сказать, быть твердой. Все возможно. Er zijn een hoop ontevreden veteranen in Rusland. Maar er zijn weinig plekken waar ze terecht kunnen. Hier Moermansk is een van de weinige plekken. En het heet de Vergeten Divisie.
Ik weet verder niet wat het inhoudt. Als het goed zit achter deze deur. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, извиняюсь, так Мы тут устроили опаздывал. небольшой пожар. Извиняюсь. Привет. Пожар Да, здесь? небольшой устроили. Привет, привет. Пожар? Проходите. Откуда? Заходите. Кто виноват? Есть тут у нас женщины. Здесь все виноваты. Окей, окей. Проветриваем, потому что А дышать нечем. когда здесь бывает, что вообще нет снега в Мурманске? Какие месяцы? Бывает. Когда зима здесь? Зима у нас закончится в мае где-то. В мае. У нас практически когда не бывает когда начинает? Начинается, ну, где-то с первых чисел сентября первые заработки, заморозки. И спрашивает, говорит, у вас лето бывает? Да, но в этот день мы на работе. Алина, а вы можете объяснить, что такое забытый полк? Забытый полк – это общественная организация, которая была создана по инициативе участников боевых действий, то есть тех, кто служили воевали в Афганистане, в Чечне, в других странах. Это люди, которые желают сейчас защитить свои социальные права, желают помочь своим семьям, самим себе. К сожалению, наше государство действительно очень мало денег выделяет на это, и людям живется очень тяжело сейчас. Сами однополчанами собираешь ли, ну, с кем в Чечне служили, с ребятами, кто в Афганистане служил, как, скажем, наши старшие там товарищи. Вот. Ну, все равно вспоминается что-то веселое, как бы прочее. Конечно, тяжелые времена тоже вспоминаются. Так, ну, грустить-то не хочется, жизнь-то продолжается. Ну, старается вспоминаться что-нибудь хорошее, что-нибудь, над чем можно посмеяться лишний раз. Так я после Афганистана вот в Мурманск обратно вернулся. Я не мог согреться здесь у нас. Если я до армии ходил, ну просто нараспашку весь это самое. А сюда вернулся, я и в свитер кутался, и в шубу кутался, и все равно мне было холодно после Афганистана. Я где-то года 2 вообще не мог привыкнуть. Вот он, мой последний патрон. Тут даже капсуль не разбит. Единственное, там сейчас я и разрядил, пороха нету. А так вот это был последний патрон, которого держал для себя. А почему патрон очень важен для вас? Потому что это капля моей последней жизни. Да, чтобы в плену не быть, я должен был его пустить в себе, этот патрон. Вот он для чего. Он и называется последним патроном. Вот так. Я его и нашел. Единственное, что я его разрядил, порох оттуда выспал, чтобы мало ли. Потому что он целый, он даже с капсулем, вот он целый, все. Но я его держу и храню. Но там уважали друг друга, там было братство, на самом деле. Это может быть самое хорошее время в жизни, да? Здесь такого уже нет. Здесь начинается каждый свою тянуть, каждый свою лямку. Ну, по-русски так вот сказать, каждый свою лямку тянет. А там было намного лучше. Там сплоченность была. Это не такой парадокс, что во время войны это самое хорошее время. Да нет, я бы не сказал. Потому что многие говорят, у каждого свое мнение. Кому-то война не понравилась и не нравилась. Я не знаю, а я вспоминаю. Потому что у меня был свой коллектив. Было нас 8 человек, экипаж на БТРе был. И мы знали друг друга, как, не знаю. Хорошее время, да, было? Я Мы могу... могли чувствовать плечо друг друга, Да, они могли чувствовать выручку друг друга. я могу А представить. сейчас, когда оказывается в условиях, когда Сейчас никто не помогает, когда тяжело сам... выживать, и никто Да, не помогает. Сейчас и выживать долго. очень тяжело. Да. Поэтому это очень сложно. Выбивать что-то, ходить, выпрашивать, я не Унижаться. хочу, да.
Я не хочу и не буду бегать по этим кабинетам. Я этого никогда не делал. А почему вы сейчас грустно? Просто вы напомнили немножко. Вот поэтому немножко и грустно. Это время, да? Да. Там же не всегда весело было у нас, правильно? Шумит сосна, река жемчужная течет, а вдоль реки парнишка с девушкой идет. Они идут, не замедляя быстрый шаг, а у того парнишки слезы на глазах. Я ухожу, сказал парнишка ей сквозь грусть, я ухожу. Ты только жди, и я вернусь. И он ушел, не встретив первую весну. Домой пришел в солдатском цинковом гробу. Он только час лишь до рассвета не дожил, упал на снег и грудью землю заслонил. А он упал не в дни войны, а в мирный час, когда весна звезду любви зажгла для нас. Рыдает мать, и словно тень стоит отец, ведь он для них совсем юнец. А сколько их, не сделав жизни первый шаг, пришли домой в солдатских цинковых гробах. Все ребята, те, кто были в Афгане, кто были в Чечне, очень многие из них контужены. И, к сожалению, совершенно не решается вопрос вот здесь вот о том, чтобы они могли прийти и получить квалифицированную помощь. А это же очень тяжело, это страшные головные боли у них. И к врачам, то есть, да, тут очень интересный момент. Им практически многим, очень многим, не ставили диагноз контузия. А это значит, что и лечить их не могут так, как вот они приобрели контузию. Думают, что это вот как, якобы какое-то заболевание, которое они получили в процессе жизни уже здесь на гражданке. И нас сейчас просит инвалидный пансионат, в котором живут те ребята, которые изуродованы, у кого и рук нет, и ног нету, то есть вот и родителей не оказалось. То есть те, кто живут именно на довольствие, они просто просят нас сейчас: ребята, помогите, мы голодаем. Мы уже не говорим о том, что у нас нет лекарств. Уже даже не говорят о том, что нету протезов, то есть надо менять протезы. Им есть нечего сейчас в этих пансионатах. А где? Это в средней полосе, это вот в разных городах средней полосы. Вот они сейчас к нам в забытый полк стали обращаться с этой просьбой. После кризиса, наверное. Да, вот сейчас, вот буквально 2 дня назад, я просто в шоке была от того, что надо пытаться помогать им. Еле, 3-й тост – это в первую очередь память. Память о тех, кто погиб. Вот вы приехали, надо было вас на памятник свозить, потому что... Алёши? Нет, именно новый, ветеранам Афганистана. Новый. Нет, не новый, это наш памятник. И там написано: простите за то, что мы живы. Потому что никто не мог понять вот той мясорубки, которая произошла. Но ребята честно отдали свою жизнь. Просто ее отдали за верность своей стране. И поэтому, когда у нас получается так, мы собираемся, 3-й тост, мы всегда встаем. Кто бы меня поднял еще? Блин. Подожди. Спина. Тихо. За пацанов. За тех, кто остался в сапогах. Никого нет, надо. Приземляем.
данный момент мы находимся на окружном учебном центре, полигоне, предназначенном для проведения занятий, полевых занятий по различным предметам боевой подготовки. Вооружена новейшими на сегодняшний день для вооруженных сил вооружением и военной техникой и укомплектована 100% личного состава. Укомплектована бригада как сержантами, старшинами, солдатами по контракту, проходящими службу в должностях, определяющих боеспособность, так и военнослужащими по призыву. Aan het Russische leger valt niet te ontsnappen. 2 keer per jaar rijden legertrucks tot in de kleinste oorden in Rusland, op zoek naar jonge jongens die proberen de dienstplicht te ontwijken. De enige plek waar jonge soldaten met hun problemen terecht kunnen, zijn de comité's van soldatenmoeders, die je in elke Russische stad kan vinden. Здравствуйте. Мы из Коломны приехали, снимаем фильм о армии. Какие у вас проблемы? Ну, у меня проблемы начались с детства, это проблемы с головным мозгом. То есть я теряю сознание, падаю в обмороки. Вот. В принципе, я уже лечусь с 14 лет. Вот. Но данные документов, которые я собрал через поликлиники, медицинские организации, они оказались недостаточными для военкомата, чтобы не брать меня в армию. То есть для них я абсолютно здоров, даже с учетом того, что падаю в обморок. То есть я сам даже не могу представить, как я вообще там буду находиться с ружьем, с автоматом стоять и вдруг падать в обморок. Что ты боишься больше всех в армии? В армии? Что именно? Ну, вы здесь просто не анкетка, здесь просто не... Наверное, просто то, что, скорее всего, там будет дедовщина. Все говорят одно и то же, там она есть. То есть как бы не говорили, но она там есть и достаточно жесткая. А ты можешь объяснить, что такое дедовщина? Дедовщина достаточно давно сложилась, то бишь мы молодые, то есть духи, которые туда приходим, мы никто, то есть мы должны доставать все из ниоткуда, то есть, допустим, тот старый человек, который уже, ну не старый, а старого призыва, то есть который уже должен на увольнение пойти, он, допустим, приказывает достать что-нибудь, допустим, это выпивка, хотя в части ее нет. Что-либо тебе не сказали, хоть даже прыгнуть там с 10-го этажа, ты должен это выполнить. То есть метод для запугивания, устрашения, то есть тупое подчинение, когда человек уже не думая, просто боится. In Rusland speelt het leger een veel grotere rol dan in Nederland. Al vanaf de geboorte van een zoon beginnen veel Russische moeders duizenden dollars bij elkaar te sparen. Met dat geld kunnen ze een dokter omkopen, zodat hun zoon een verklaring krijgt dat hij het leger niet in hoeft. Alles om de ontgroeningen niet mee te maken. У меня ребенок был призван в армию с Иркутской области, в Читу. И сейчас он находится в данное время в Санкт-Петербурге на излечении. То есть ему сделали открытую операцию на череп, и сейчас очередная операция на челюстно-лицевую область. А как что случилось? Ну, вероятнее всего, невероятнее всего, в армии были неуставные отношения. Вот, и я не могла ничего добиться, поэтому я была на грани истерики. То, что я не знала, что с сыном, что за операция у него на голове, откуда это все пошло. А когда он стал служить в армии, вы не боялись что-то, как нет, так это будет? Вы знаете, случиться? нет. Мы как-то были настроены положительно, что армия это, он возмужает, как-то повзрослеет. И он сам шел с охоты. Такого не было, что я вот отдаю ребенка и что-то с ним случится. Ну, вот так получилось. Сколько лет? 18 лет ему. Вы думаете, это может быть как дедовщина? Может быть, что это так случилось? Вполне уверена, что дети очень жестокие стали по отношению друг к другу. Поэтому надо с этим беспределом заканчивать. А поэтому вы делаете это Да. как заявление, да? Да. Вот это? Обращаюсь за помощью суда. Потому что у себя в Иркутске помощи никак.
1 октября в 4 утра меня еще нескольких солдат срочной службы подняли и начали бить находящиеся в алкогольном опьянении сержанты моей роты. Затем нас отвели в другое место и продолжали избиение, в результате чего я получил травму головы. Еще одному солдату сломали челюсть, у остальных тоже различные травмы. Там написано, что сломали. Челюсть другому солдату. Он ушел из-за того, что его били, и кроме того сломали челюсть другому солдату. И требует привлечь к уголовной ответственности обидчиков, а мне представить защиту на время оставшейся службы. Слава Богу, что он живой. Теперь наша задача его реабилитировать. Можешь говорить? Привет. Ага. Как дела? Ага. Во вторник? Ага. А бабушка как? А? Нормально. Угу. Ну, мы тут фильм все-таки о тебе, голландцы, хотят снимать, поэтому как только сейчас мы не будем тебя дергать оттуда, ладно? Чтобы не нарушать это. А после 15-го, когда выйдешь, то тогда все подробно расскажешь, ты уже будешь свободным человеком, да? Вот это первое. И давай обязательно судиться дальше, ладно? Но ты все равно их держи на заметке, чтобы они дали показания, ладно? Хорошо. А можно, Володя, можно с ним поговорить? Да, сейчас с тобой поговорят. Давай. Не опасно тебе сейчас? Рядом кто-нибудь есть? Нет. Давай. Володя. Здравствуйте, Володя. Здравствуйте. Вас беспокоит Ела Брандт, журналист из Голландии. Ничего сейчас не опасно, что мы поговорим? Нет, нормально. Слушайте, Володя, возможно, что мы с вами поговорим, может быть, я думал, может быть, в воскресенье? Да? Ну, было бы хорошо. Ну, давайте созвонимся, может быть, в субботу, завтра тогда, все поподробнее. А как там в больнице? Как у вас состояние сейчас? Получше, чем было. Лучше, да? Да. Угу. Хорошо. Ну тогда созвонимся, да? Да, хорошо. Ага. Спасибо, Володя. Удачи. Угу. До свидания. Потому что, получив такую травму, обычно это молодые люди или суицид у них, они не выдерживают вот эту несправедливость, невосстановленную. Или алкоголизм, или наркотики. Да. И они уже практически не способны вот в гражданском обществе продолжать жизнь. Потому что у них вот эта обида сидит. А реабилитацией никто не занимается, солдат. Володя, привет, это Яла. Я возле подъезда. Номер 16, да? Ага. Так. Что? У ворота. Угу, хорошо. Привет. Яла. А ты здесь родился, Володя? Да? А мама? Нет, мама. Нет? Давно уже. А Борис, вы рады, что ваш сын сейчас вернулся? Да, рад. А? Я могу представить. Вооруженные силы. Тут он
без петличек, без всего. Чуть грустно. Волновались, что ваш сын служил в армии? Вы уже... Ну, волновался, к нему несколько раз ездил еще, наверное, в Новочеркасск, когда он там служил. Потом его там упросили, чтобы сами же упросили, чтобы перевели в Ленинградскую область его дослуживать. У него поначалу все нормально было, но там деньги, конечно, просили там, продукты у него там, то, что он привозил, забирали. Но это мелочь, я считаю, там таких инцидентов крупных не было. Все было нормально, увольнение его отпускали. Вот пока вот на учениях там, видимо, от безделья всякого они там взбесились эти все. Что, разбудили ночью. Начали какие-то претензии предъявлять. То, что там было увольнение частенько, там опоздал разок. Вот. За это избили там пару раз. И утром, когда уже подъем был, вот, там было общее построение. Ну, как бы всех построили, срочников. И по очереди избивали по всем частям тела, руками и ногами. То есть было порядка там 6-8 построений таких. Мне никто не вмешивался, офицеров не было, они были там на совещании. Ну, выпили там, начали предъявлять какие-то претензии, вот, и начали избивать. Там всего, в принципе, 3 человека было, избивало. Я от всех ударов, в принципе, закрывался от всех ударов. Там человек 16 было избито. Потом он мне позвонил, там, говорит, привези мне 3000 к вечеру, потому что, говорит, меня избили, там, это вообще убьют. Но я взял ребят своих, там, поехали разбираться там, с этими. 3000 не собирался ему давать никакие, так решили, хотел выяснить отношения. Но когда уже подъезжал туда, к Каменке, к Поляны, он мне позвонил, сказал, что он уже убежал, потому что, говорит, очень опасно оставаться. И там бегал по лесу часа 3. Потом вышел из леса где-то в районе 11:30 ночи, в районе станции Каннеллеры. Вот там я его в машину посадил, там мы с ребятами его увезли в город. На следующее утро сразу пошли в комитет солдатских матерей там. А какие проблемы чаще всего бывают? Совершенно нечеловеческие отношения в казарме. Совершенно, это какие-то безумные. Там пьянство, там полное беззаконие, там не оказание медицинской помощи, там не кормят, там просто отвязанные люди. Они могут убить, изнасиловать, пытать, и им ничего не будет, потому что политика такая генералитета все скрыть. Поэтому военные следователи все делают для того, чтобы доказать, что там ничего не было. Всем махают ручками, ножками. Понятно, всем Wat ik dus ongelooflijk vind, Alex, jij hebt zelf in het Oekraïense leger gezeten. Ik zit hier naar te kijken, ik ben echt in een shock, echt waar. Maar jij zegt dat dit gewoon peanuts is of zo. Ja, het was de eerste 3 maanden in ieder geval waren het normale hedendaagse dagen. Dit is gewoon, je staat in een rijtje en je wordt gewoon afgerost. Ja. Nou, ja, maar dat zijn de bekendste dingen, dus dat gebeurt gewoon echt overal en bijna elke dag. Maar heb je nooit gedacht, ik ga er tegenin? Deze lijnen. Ja, ik heb een paar keer tegenin geprobeerd te gaan, maar ik werd echt heel erg in elkaar geroost door 3 jongens op de wc. Dus, wat is er dan gebeurd? Ja, ik werd 's avonds opgeroepen. U bedoelt hoe het gebeurt als... nou, wat er met je gebeurde? Ja, ik wilde bijvoorbeeld geen sokken wassen. Ja. Dat deed ik gewoon niet. Ik zei gewoon tegen die jongens dat ik dat nooit zal doen. Ja. En dan op een gegeven moment 's avonds toen we gingen slapen,
Toen werd ik geroepen naar de wc-kamer, zeg maar. Ja, dus gezamenlijke badkamer en de wc-kamer. En daar stonden al 2 jongens bij. Dus toen ik naar binnen kwam, werd ik gewoon meteen in elkaar gebeukt. Nou, heel erg. Dus mijn neus was 3 keer gebroken in het liggen. Jezus. Maar ja, die soort dingen, dat is, ik vind het persoonlijk nog niet zo erg. Dit is gewoon peanuts. Ja, dit is... Er wordt niks gebroken, geen bloed of weet ik veel wat. Dus... Ja. Ja, ik kan me dat zo niet voorstellen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Eigenlijk word je gewoon geleerd dat je helemaal niks waard bent. Daar komt het op neer. Dat je gewoon een stuk stront bent. Ja, het is ontzettend schok als je daar komt. Vooral de eerste 2 weken. Dat je gewoon je waardigheid helemaal kwijt bent. Je bent niemand, je bent niks, je bent een dweil daar. Dat is wel moeilijk, maar als je beseft dat gewoon iedereen dat overkomt in het leger. Dan, na een paar maanden dan wen je aan die soort dingen. Verschrikkelijk. Ik raakte ooit geïnteresseerd in het onderwerp toen ik het bericht las van een Russische soldaat die zo erg was mishandeld door zijn superieuren dat zijn benen moesten worden geamputeerd en alles ertussen. De ontgroeningen in het Russische leger zijn berucht. Elk jaar plegen ongeveer 300 jongens zelfmoord omdat ze de mishandelingen in het leger niet aankunnen. Toen we in Moermansk filmden, werden we achtervolgd door 3 verschillende auto's. Ik dacht er niet te veel van. Dit gebeurt wel vaker in Rusland. Later bleek dat onbekenden, waarschijnlijk de Russische geheime diensten FSB, in onze hotelkamers hadden ingebroken en onze banden hadden bekrast. Er zat niets anders op dan weer terug te gaan naar Moermansk en de interviews opnieuw te filmen. Een van de verhalen in Moermansk die we gemaakt hebben was een vrouw wiens zoon zich had opgehangen. Die zoon zat in het leger en had allemaal problemen. Ik hoop dat die vrouw nu weer wil gaan praten. Ik had haar een paar dagen geleden aan de telefoon. Toen vertelde ze dat ze was gebeld door de FSB. Die haar onder druk hadden gezet om niet weer met ons te gaan praten. Hij zou eigenlijk ook bij haar op school afspreken, maar dat ging niet door. De school wilde dat niet meer. Maar hier woont ze en ik hoop dat ik haar kan spreken. Да, Рушана? Ага. А какой этаж? Я забыл. Я их совершенно не боюсь, ни ФСБ, потому что... А что мне бояться? У меня уже сына забрали, все, сына нету. Чего мне бояться? Я просто говорю о том, что у нас нету ни демократии, ни свободы слова. Если меня здесь не слышат, в России, я хочу, чтобы хоть в Голландии меня услышали или в каком-то другом государстве. А вы не боялись, когда вы слышали? Нет, абсолютно. А если бы я боялась, я, наверное, не сидела бы сейчас с вами. Я абсолютно не боюсь. А что мне бояться? Что мне можно взять? Самое дорогое меня забрали уже, моего сына. Как они меня могут напугать? Чем? Высокие посты я не занимаю. Дорогие машины иномарки у меня нету. Я обычный, простой российский человек, понимаете? А что они именно боятся? Я это тоже не понимаю. Я думаю, что ФСБ хотела этим сделать и сказать, я не знаю. Возможно, они боятся, что вы расскажете о нашей армии правду, как она есть. Вот и все. А какой он был вообще, Алексей? Какой мальчик? Знаете, он был хороший. Он был нормальный сын. Такой добрый и очень общительный был. Вы знаете, я даже не думала, что у него будут какие-то сложности в общении с солдатами. Где-то месяц он мне постоянно звонил, у него был телефон сотовый. Он говорит: мам, бывает там, говорит, там подзатыльник дадут, там сторожеслужащий. Ну, говорит, нормально, все, говорит, хорошо. Он же в танковых войсках у меня служил. И он даже на танках покатался, уже лазил на танки. И все было нормально. Я успокоилась, в принципе, я переживала сильно. Как ты там? У него был всегда радостный голос.
А вот когда он уже в спорткомплексе начал служить, Да. у него начались проблемы с военнослужащими, которые уже отслужили год, и которым оставалось отслужить полгода. Поначалу они нормальные были. Потом подполковник, который вот его забрал, ушел в отпуск. И там особой за ними контроля не было. Они были сами себе предоставлены. И когда вот они были сами себе предоставлены, вы представляете, закрытое пространство, 4 военнослужащих и мой Алешка один. Все. Начались избиения. Да. Алеша мне не говорил об этом. Я не знала этого. Он звонил друзьям, он звонил сестре, они мне почему-то не сообщили. Он говорит, маме не говорите, потому что он хотел это вытерпеть, выдержать, видимо. И вот оставалось ему 2 месяца, чтобы те ушли, демобилизовались. И вот, понимаете, произошло что-то. Я даже не понимаю, что там произошло, почему. Да вы знаете, было 22 апреля, 8 утра. Мне смс-ка пришла на телефон от Алёши, что он с нами прощался, и мы даже не поняли. Что конкретно? Да, что вообще происходит, я не поняла. Я сразу ему перезвонила, но его уже не было. Просто не отвечал. А что именно он писал? Он писал, он с нами попрощался и сказал, что меня в очередной раз избили, и во всем виноват Артюгин Андрей. Вот так. А, он даже писал, кто? Да, да. У меня смс есть на телефоне до сих пор. Я с врачом разговаривала, который его вскрывал. Вы его видели, да? Да, да, я с ним, понимаете, его уже вскрыли, мне не дали тело посмотреть, я не знаю, насколько были сильные побои, я этого не знаю, мне не дали посмотреть это. Вы не видели? Мне не дали. Мне показали лицо и все, потому что его уже вскрывали, и он был зашит, и... А тогда вы думаете, что когда-нибудь не будет это дедовщина? Просто армия, хорошая российская армия? Вы знаете, вот я же говорю, что вот у меня все служили, и папа, и брат родной, и муж служил. Я вообще думала, что в армии нормально. Парни приходят такие возмужавшие, уже прошли какую-то там подготовку, да, военную. Они были такие собранные, мужественные. Вот сейчас я об этом так не думаю. С каждым годом все хуже и хуже. Дедовщина, она как была, так и продолжает, только еще хуже стала. Алёшка у нас был хороший мальчик. Voor een normaal denkend mens lijkt het zo logisch om die ontgroeningen aan te pakken. Maar misschien hebben die ontgroeningen wel een functie. Ik heb me bij het maken van deze 2 series altijd afgevraagd waarom het bijna altijd vrouwen zijn die kritiek durven te geven en nooit mannen. Misschien is dat wel de functie van die ontgroeningen. Elk initiatief wordt eruit geramd. Eigenlijk wordt je geleerd dat je een stuk vuil bent en dat een mensenleven niets waard is. Dat je als individu geen verschil kan maken. Thanks for watching the video. You can of course look at the next episode, or you can look at the other recommended series, and don't forget to subscribe to our channel.